Всем привет! В современном мире до сих пор процветают преступные формирования и банды. Только представьте, существует банда, которая ведет свою деятельность в нескольких странах мира и насчитывает более 300 тысяч членов группировки. Не переключайтесь, и мы расскажем вам об этом и не только. Известно, что банда, известная как Мара Сальватруча или МС-13, насчитывает около 10 тысяч членов. И сегодня это одна из самых опасных и жестоких группировок. Они работают более чем в 40 городах США. Эта банда была основана в сальвадорской общине иммигрантов Лос-Анджелеса в 1980-х годах, но их незаконные операции распространяются вглубь северных, восточных и южных штатов страны. Они специализируются на всех видах незаконного поведения: торговле наркотиками, убийствах, вымогательстве, рэкете и даже детской проституции. Банда даже стала главной силой в своей родной стране Сальвадор из-за большого количества членов банды, которые были депортированы обратно в их страну. Их охват даже влияет на правящие политические партии Сальвадора. В 2012 году администрация Обамы официально объявила МС-13 международной преступной организацией. Отличительной чертой данной банды является, что убийства они совершают при помощи мачете и обезглавливания жертвы. Банда 18th Street, также известна как М-18, является безжалостной преступной организацией, основанной в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Считается, что она имеет более 65 тысяч членов в 120 городах. Они соперники с кровью, МС-13 и шпаргалками. У них есть жестокие правила, такие как избиение 18 секунд их товарищами по банде, чтобы показать должное уважение к банде. Латинские короли – это лучшая организованная латинская банда в мире. Уличная банда латинских королей была образована в Чикаго в 1940-х годах. Сначала членами были в основном пуэрториканцы, но сегодня в банде доминируют мексиканцы. Хотя они не такие жестокие, как многие другие банды, они занимаются значительной частью незаконной деятельности по зарабатыванию денег, включая заказные убийства. В отличие от других группировок, упомянутых в этом материале, организация «Арийское братство» – это банда, которая является основным оплотом в федеральной тюремной системе Соединенных Штатов. По данным ФБР, члены банды составляют менее 0,1% тюремного населения, но на них приходится 20% всех убийств, совершаемых в тюрьмах по всей территории Соединенных Штатов. Братство, также известное как Бренд или АБ или 1-2, действует с 1960-х годов, и хотя его происхождение могло иметь общие корни с нацизмом, оно превратилось в настоящий преступный синдикат. АБ особенно страшен. Одно из негибких правил вступления в банду – убивать пленных чернокожих или испанцев. Кроме того, если вы вошли в банду, вы никогда не сможете уйти. Членство в этом коллективе составляет около 10 тысяч человек как в тюрьме, так и вне ее. И как только вы станете их частью, вы уже не уйдете. Вы – братство на всю жизнь. На самом деле, в прошлом году наглое убийство 2 техасских прокуроров считалось делом Арийского братства. Члены банды «Ацтекский Райо» даже имеют влияние в Хуарес, Мексика, где у них есть еще 5000 или более членов. Причина, по которой эта банда настолько опасна, заключается в том, что они связаны с безжалостным наркокартелем Хуарес в Мексике. У этого картеля есть воинствующее подразделение под названием «Ла Линеа», и этот субколлектив часто нанимает гангстеров и бандитов из баррио Ацтека, чтобы выполнять свою грязную работу. Банда была причастна к незаконному обороту кокаина, громким убийствам и даже тюремным убийствам. Они определенно не та толпа, с которой вы хотите связаться. Тринитариус – это банда, которая была сформирована в Нью-Йорке. Группа состоит в основном из доминиканских иммигрантов, и она официально стала активной с 1989 года. Эта банда считается одной из самых быстро растущих в стране. Во всех 5 городских районах есть члены и множество других штатов, включая Нью-Джерси, Коннектикут, Род-Айленд, Пенсильвания, Северная Каролина и Огайо.
Эта банда считается особенно жестокой. В 2012 году десятки членов главы Бронкса были арестованы за участие в 9 убийствах и 24 покушениях на убийство. Они также очень активны в торговле наркотиками, специализируясь на марихуане, крэке, кокаине, порошковом кокаине и оксикодоне. Черная партизанская семья, или черный авангард, появилась в 1966 году как тюремная группировка, призванная обеспечивать афроамериканцам господствующие позиции в местах заключения и давать отпор администрации тюрем. О целях и задачах можно судить по эмблеме: скрещенные мачете и винтовка или дробовик с аббревиатурой BGF – Black Guerrilla Family, а также татуировки «Тюремный охранник в лапах черного дракона» на фоне тюремной башни. Чернокожие уголовники сотрудничали с радикальной партией «Чернь» – «Пантер», причем это партнерство распространялось и на сферы криминального бизнеса. В 1989 году один из членов черной партизанской семьи, Тиран Робинсон, застрелил широко известного афроамериканского активиста Хьюи Перси Ньютона. Причиной, как предполагается, стал конфликт из-за наркотиков. Черным партизанам приходится воевать с другой криминальной группировкой – мексиканской мафией или Ла Эме, созданной в конце 1950-х годов, угодившими в калифорнийскую тюрьму Дьюэлл 13 мексиканскими бандитами. Увидев, насколько быстро они подмяли под себя других заключенных, администрация распределила их по другим тюрьмам, но это позволило клану расширить свое влияние. Предположительно, ряды мексиканской мафии насчитывают до 30 тысяч членов, подчиняющихся одному лидеру. Принося пожизненную клятву кровью, они обязуются ставить превыше всего интересы банды и отрицать перед посторонними сам факт ее существования. На свободе они обычно занимаются наркотрафиком, а при необходимости физической ликвидации конкурентов предпочитают обращаться к услугам Арийского братства, пожалуй, самой опасной тюремной группировки. Сегодня в банду могут принять и представителей других рас, но обязательное условие остается неизменным. Кровь пускаем, кровь выпускаем. То есть в качестве вступительного экзамена надо совершить убийство. Самой многочисленной, около 60 тысяч человек, криминальной группировкой в США считаются криппи, калеки, хотя здесь правильнее говорить о своего рода субкультуре и конгломерате уличных банд, зачастую враждующих друг с другом и объединенных только общей символикой. Калеки в значительной степени состоят из чернокожих тинейджеров, облачающихся в одежду синих и фиолетовых цветов и повязывающих на голове банданы. Еще одним атрибутом является тросточка. Когда в 1971 году подростки ограбили 4 японок, те именно из-за тросточек описали преступников как хромых, откуда появилось и название. Для вступления в банду парням надо совершить преступление по заказу, девушкам отдаться кому-то из старших товарищей. Столицей коллег считается Лос-Анджелес, где им приходится соперничать с другой афроамериканской группировкой – Блатс, кровники, бойцы которой обычно облачаются в красное и помечают границы своей территории аэрозольной краской. Специализация – наркотики, грабежи, убийства. Обе банды придумали собственные танцы – Крип-волк, прогулка коллег, и Блад-волк, прогулка кровников, являющиеся вариациями брейк-данса. В США многие азиатские преступные группировки – китайские, вьетнамские, корейские, камбоджийские – остерегаются расширять деятельность за пределы собственных национальных диаспор. Латиноамериканцы же, напротив, стремятся расширить свое влияние. Кроме привычных мексиканцев, основных поставщиков наркотиков, колумбийцев или оседающих вблизи от родного острова во Флориде кубинцев, активность демонстрируют и представители других государств, например, сальвадорцы. Численность группировки Мара Сальватруча, на сленге «Бригада сальвадорских бродячих муравьев» или МС-13, по разным оценкам колеблется от 50 до 300 тысяч человек, из которых 10-40 тысяч действуют на территории США. Диапазон деятельности самый широкий.
торговля наркотиками, оружием и людьми, грабежи, рэкет, заказные убийства, похищение с целью выкупа, сутенерство, угон автомобилей, отмывание денег и мошенничество. С находящихся на подконтрольной территории магазинов забирают до половины прибыли. Частенько с живущих в США сальвадорцев вымогают дань, угрожая расправой над их оставшимися на родине родственниками. Полиция смогла серьезно потеснить сальвадорских муравьев в Лос-Анджелесе, после чего они начали перебираться на восточное побережье, туда, где и зародилась американская нация. Техасский синдикат, базирующийся в основном в Техасе, уличная и тюремная банда, состоящая преимущественно из американцев мексиканского происхождения. Техасский синдикат, в отличие от мексиканской мафии или Nuestra Familia, был в большей степени связан или союзничал с мексиканскими заключенными-иммигрантами. Техасский синдикат был создан в тюрьме штата Фолсом в Калифорнии в 1978 году прямой реакцией на действия других калифорнийских тюремных банд, в частности, Арийского братства и мексиканской мафии, которые пытались охотиться на заключенных уроженцев Техаса. Синдикат – старейшая техасская тюремная банда. Создание техасского синдиката изначально было мотивировано самозащитой от исторических строительных тендеров в тюрьме. После того, как тендеры на строительство прекратились по решению суда, деятельность синдиката превратилась в незаконный оборот наркотиков, вымогательство, проституцию, покровительство, незаконные азартные игры и заказные убийства. Освобожденные или условно-досрочно освобожденные члены, которые зарабатывают деньги для банды, должны сдавать налог в размере 10% со всех доходов в пользу техасского синдиката в тюрьме. Члены банды контрабандой перевозят многокилограммовые количества порошкообразного кокаина, героина и метамфетамина, а также многотонные количества марихуаны из Мексики в США для распространения внутри тюрьмы и за ее пределами. Члены банды поддерживают прямые рабочие отношения с сообщниками или членами картеля Персидского залива. Известно, что члены синдиката совершали заказные убийства для Лос Зетос, военизированного крыла картеля Персидского залива. Арийское братство. Эта банда была создана в 1964 году в тюрьме Сан-Квентин, Калифорния. Группа состоит из белых преступников. Ввиду своей идеологии, ориентированной на расизм, а также большого числа группировок латиносов и черных, эта банда считается самой жестокой и беспощадной. Известно, что в период с 1975 по 1992 членами банды было совершено 66 убийств, и 3 раза от их рук погибли охранники. Банда имеет связи с мексиканской и итальянской мафией. Из-за своей деятельности у этой банды в 1990-х возникали многочисленные проблемы с властями штатов и с правительством США, и многие члены группировки были переведены в исправительные колонии со сверхстрогим режимом заключения. Членами банды обычно становятся пожизненно, пройдя перед этим довольно долгий испытательный срок – около года, суть которого сводится либо к убийству, либо к серьезному преступлению. Символами братства считаются свастика из-за неонацистских взглядов, ирландский четырехлистник или инициалы AB, которые обычно вытатуировывают на спине или запястье. Нацистские бунтари. Эта каста возникла после того, как многие члены Арийского братства были переведены в тюрьму залива Пеликанов или в другие федеральные тюрьмы. Отличительная особенность этой шайки – большинство уголовников родом из долины Антилоп, Южной Калифорнии, а также членом их группы обычно становятся либо белые, либо латиноамериканцы европейского происхождения. Эта банда известна своей изощренной жестокостью и контролирует различные районы Калифорнии, среди них Северный Лонг-Бич, Ланкастер, Норволк, Оилдейл и другие. Однако название банды «нацисты» не относится к идеологии Адольфа Гитлера. Скорее всего, таким образом, банда хотела подчеркнуть свою российскую сущность. Эта группировка хорошо организована, имеет обширные связи с другими бандами западного побережья, в том числе и с Ку-Клукс-кланом.
Флоренция 13 тесно сотрудничает с мексиканской мафией и враждует с бандой с 18-й улицы. Ее влияние распространяется преимущественно на Лос-Анджелес и Штаты, где преобладает сельская местность, например, Виргиния и Айова. Членам преступной группировки приписывают пиратство, преступный сговор, торговлю наркотиками и убийство. В августе 2013 года 30 человек из Флоренция 13 обвинили в вымогательстве и ряде преступлений, связанных с наркотиками. Тогда в газете «Лос-Анджелес Таймс» сообщалось, что банда предположительно контролирует округ Лос-Анджелеса и крышует и горный, и наркотический бизнес. Банда Тринитарио вербует американских детей, начиная со школьной скамьи. Сформированная в 1980-х годах в тюремных стенах, банда Тринитарио, отличающаяся особой жестокостью, быстро распространила свое влияние на городские улицы и сейчас контролирует все 5 районов Нью-Йорка и по меньшей мере 10 штатов. Тринитарио, членами которой являются преимущественно иммигранты из Доминиканской республики, соперничает с такими афроамериканскими бандами, как Блатс, Кровавые, Крипс, Калеки и Dominicans Don't Play – Доминиканцы не шутят. Преступная группировка также известна тем, что вербует в свои ряды школьников старших классов по всему Нью-Йорку и Нью-Джерси. В декабре 2012 года десяткам членов банды Тринитарио из Бронкса были предъявлены обвинения в 9 убийствах и 24 покушениях на убийство. То, что вы сейчас узнали, причина, по которой не следует заходить в отдаленные районы любого незнакомого вам города Америки. И пусть в кодексе практически каждой банды прописано, что трогать туристов и мирных жителей категорически запрещено, кодекс время от времени нарушается. Не забывайте выражать эмоции, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Пока!